Здравствуйте, друзья! Очень давно обещала вам рассказать об освещении своих орхидей. Тот, кто смотрит мой канал постоянно, видели, что я получила новые лампы и обещала установить и показать разницу освещения орхидей при старых лампах и при новых лампах. Но при этом еще покажу вам программку, которой я пользуюсь на телефоне для измерения светового потока на листиках своих орхидей. Мы знаем, что одно из главных условий жизни орхидей – это хорошее освещение. Причем это хорошее освещение должно быть в течение 12-14 часов. Если ваши орхидеи стоят на освещенном подоконнике, замечательно. Орхидеям хватает света для их роста, фотосинтеза, цветения. А если у вас орхидеи стоят, как у меня, на полках внутри комнаты, тогда им освещения точно не хватает. Корнями. А еще орхидеи при правильном и хорошем освещении хорошо усваивают влагу из почвы. Неважно, какая это будет почва. Может, это будет керамзит, может, это будет кора, может, это будет смешанный какой-то грунт. Но при хорошем освещении, при правильном освещении, орхидея будет хорошо усваивать ее, испарять листиками, у вас не будет загнивания в корнях, и орхидея будет хорошо наращивать и корни, и зеленую массу, и также и цвести. Поэтому давайте я вам покажу сегодня программку на своем смартфоне, которой я определяю именно освещенность, именно свет, световой поток, который нужен для листиков нашей орхидеи. В общем, для жизни наших орхидей. То есть, если вы поставите такую программку, вы узнаете, растет ли ваша орхидея в полной темноте, хватает ли ей света, или все-таки это недостаточно света. Орхидеи для ее жизни нужно, чтобы на листике приходил свет примерно 2,5–5 тысяч люкс. И вот это мы сейчас все узнаем, приходит или нет. У меня обыкновенный смартфон, на котором я установила вот такую программу. Программка называется LuxMeter. Эта программка измеряет именно световой поток. Установка через Play Market совершенно бесплатно. Если вы не умеете сами пользоваться Play Market, попросите своих детей и внуков, они вам обязательно ее установят, и вы будете измерять освещение на листиках своих орхидей. Включаем программку и смотрим. Сейчас замер идет у меня вот через это окошечко маленькое. Сейчас я положу телефон. И если я закрываю это окошко, понятно, что света нет вообще. Если я на это окошко направлю фонарик, то вы понимаете, что здесь, вот так, если близко я ставлю, 32, почти 33 тысячи люкс освещения. Вот это примерно тот свет, который получают орхидеи через наши окна. А теперь давайте посмотрим. У меня стоят здесь две орхидеи. И в комнате включено примерно 15 лампочек светодиодных. То есть освещение есть на потолке, освещение есть сбоку, еще освещается стол специальной лампой для съемки. Еще от камеры идет свет. В общем-то, света много. Но давайте просто поднесем этот люксметр к орхидее и узнаем, хватает ли света. И вот смотрите, при том, что нашему глазу этого достаточно, здесь всего 500, 400, скачет люксметр. Сейчас включен свет на камере. И если я сейчас отключу еще свет на камере, и вы посмотрите, какое освещение все-таки просто в комнате. Хватает ли в комнате света? Выключаем. И сразу становится понятно, что орхидея в полной темноте. Так что если ваши орхидеи стоят где-то внутри комнаты, далеко от окна,
даже метр-полтора от окна, и нет на орхидеях искусственного какого-нибудь любого освещения, сразу понятно, что орхидея живет в полной темноте. И это для нее очень плохо. Вы знаете, что я использую не только брендовые специальные фитолампы, но и обыкновенные светодиодные лампы. И когда я замеряю таким прибором, вы знаете, большой разницы я не вижу между брендовой лампой и обыкновенной светодиодной лампой. Причем, когда я вам сейчас буду показывать именно освещение под своими старыми лампами, там попадутся и брендовые лампы, и на северном подоконнике я вам покажу обыкновенную светодиодную лампу, и везде покажу, какое расстояние до листиков, то есть свет под лампой, свет на листиках орхидей уже от определенных ламп. Я не буду называть эти бренды. Есть освещение чисто белое, есть с небольшим добавлением розового света. Не могу сказать, что там очень сильно влияет добавление розового цвета. Мне кажется, что это просто маркетинговый ход. Я их использую не первый год. Вот разницы между белым освещением и розовым я не почувствовала. Я не говорю о специализированных лампах, которые я сейчас купила. Сейчас речь идет о простых лампах, а специализированные лампы как раз-таки я купила и буду вам их показывать. Там совершенно другое освещение, совершенно другой поток света. Я не буду вдаваться в технические подробности и не буду сейчас вам рассказывать о спектре света, который нужен или не нужен для орхидей. Когда вы увидите новые лампы, там будет 3 разных спектра света. Я специально купила 3 разных спектра для того, чтобы попробовать рассказать вам, поэкспериментировать, вернее, самой. И когда я увижу или не увижу разницу, например, между белым и золотым светом, я вам обязательно это все расскажу. Я сейчас не беру спектр сине-красного цвета, то есть биколорный. Я специально купила одну такую лампу для малышей. Я тоже это все проэкспериментирую и обязательно вам расскажу уже тогда более технически о светодиодах именно. А сейчас мы будем говорить просто о потоке света, который нужен для наших орхидей. Сейчас я вставлю небольшое видео, потому что я сняла сначала вам те старые лампы, которые у меня были на полках. Я там подробно объясняю замер света, какое там освещение, ближе, дальше. В общем, там все идет подробно. Даже я показываю, где у меня окно, где находятся полки. И еще у меня одна комната с северным окном, где вообще всегда темно. И там тоже у меня стоят орхидеи, и там тоже простая светодиодная лампа. Я там тоже все вам объясню. А потом перейдем уже к новому освещению. Тоже покажу, какой свет, какой поток именно света. Ну, там всего лампочки стоят 2 недели, поэтому я еще ничего не могу сказать, хорошо это или плохо. Никогда не торопитесь покупать что-то очень дорогое, брендовое и применять это, пока не увидите какой-то результат. Например, у меня. Я вам обязательно все об этом буду рассказывать. Это мое южное окно. Сейчас у нас 34 градуса за окном. Немножечко небо затянуто облаками. И я вам хочу показать подоконник южный, на котором у меня стоят котлеи. Включаю на телефоне программку, которую я вам показывала. И показываю вам, сколько при таком солнышке показывает люксметр на моих котлеях. 32 тысячи. Это прямо показатель на солнышке. Сколько на листик приходит света в люксах. Теперь чуть-чуть, буквально 40 сантиметров переходим на вторую половинку окна. Здесь у меня стоит сеточка. И здесь пока солнышка нет. За сеточкой здесь почти солнца нет. Здесь, видите, показывает 11, 12, 9, 13. Это то, что
показывает за сеткой. Могу вот так повернуть. Все время показывает разное. Ну, здесь хотя бы понятно от 9 до 13 тысяч люкс. Теперь переходим от солнечного окна к моим 3 полкам. Я вам их показывала в обзоре своих цветущих орхидей. Вот эти 3 полки. Здесь солнышко бывает, но очень-очень редко. И только вот здесь, на нижней полке. Наверху и в середине солнца не бывает никогда. Здесь всегда цветы стоят под искусственным освещением. Здесь 3 лампы. На нижней полке, на самой нижней полке, такой почти белый свет с небольшим присутствием розового. И обратите внимание, что на 2 полках лампы у меня короткие. Вот здесь сантиметров 20 не хватает освещения. И здесь висит одна вот такая красно-синяя лампа. И под ней стоит всего одна моя реанимашка. Реанимашки я вам, естественно, покажу отдельно. Давайте сделаем замер на этих 2 полках. Расстояние между полками 43 сантиметра. Естественно, цветы стоят значительно ближе. Здесь примерно... Давайте я принесу линейку и покажу вам, чтобы не примерно, а точно знать. От лампы до растения 25 сантиметров. Если пойду туда вглубь, будет примерно 20 сантиметров. Но это самое высокое и самое низкое, что здесь стоит. И теперь замеряем. Если мы будем замерять прямо под лампой, вот я держу прямо под лампой. Значит, здесь 6000. И давайте опускаться ниже. Сколько же света приходит к нашим орхидеям? Вот та, которая ниже, — 1200, 1300. Та, которая повыше, 2000. Ну, до 2000. Вот 2000. Теперь переходим на 2 полку. Расстояние будет примерно то же самое от лампы. Это лампа другого производителя. Здесь более розовый свет. Выключать я ее, естественно, не буду, потому что я вам буду делать замер. Здесь расстояние приблизительно... Вот есть даже 15 сантиметров. Здесь повыше растения стоит 15 сантиметров от лампы. Делаем замер под самой лампой. Получается 4000. И переходим вниз. 1200, 1300. Переходим ближе к другому растению, потому что они у меня здесь стоят в 2 ряда. Ну, 2100, 2200, 2300 освещения. Это то, что как раз-таки приходит на листики орхидей. На верхней полке я вам не смогу показать, потому что там все растения цветущие, но все будет приблизительно то же самое, как и на самой нижней полке, потому что лампы это одинаковые, просто размер у них разный. Вот на этих полках у меня стоят лампы, которые, ну, как бы на них было обозначено, что это лампы для цветов. Одна с розовым освещением и 2 с белым освещением. Ну, почти с белым освещением. Все равно присутствует какая-то розоватость. На средней полке у меня стоят все мои реанимашки. Вот их 3 штучки.
Раз, два, три. И если мы перейдем на нижнюю полку, где я говорила, что у меня не хватает освещения, почему я все-таки решила покупать другие лампы, которые у меня будут 1,20 м и будут захватывать это. И обратите внимание, здесь у меня ничего не стоит, ни одной орхидеи. Вот в этом месте, где нет света, что нам показывает люксметр? Здесь вообще нет света. И последняя орхидейка, которая у меня здесь стоит, но она прямо стоит под краем лампы. Здесь тоже от 1100 до 1300. Это у меня самый северный подоконник. Посмотрите за окно, здесь такие деревья, которые вообще не пропускают свет. К вот этому подоконнику никакого ни солнечного света, ни даже просто света его здесь практически нет. Поэтому здесь висит простая белая светодиодная лампа. Висит очень близко. Здесь 10-15 сантиметров между светом и орхидеями. Кстати, на этом подоконнике стоят одни из экспериментальных орхидей, которые уже все отцвели, и я их поливаю с удобрением. Давайте замеряем эту лампу. Подносим близко. 6,5-7 тысяч люкс. Вот 7 даже было. Вот 7,5. И опускаемся к любому листику орхидеи. Обыкновенная светодиодная лампа, самая простая, на которой нет никаких отметок, что она для цветов, дает тот же самый именно свет. Я сейчас не говорю о том, что там какие-то светодиоды должны быть розового спектра, такого спектра. Мы просто говорим об освещении. 2200, 2400. Кстати, замер я делаю на нашей реанимашке. Внизу стоит Arxray. У меня часто спрашивают, что с Arxray. Все хорошо, все в порядке. Вот такие лампы я использую. И показывала вам все обзоры, где у меня эти орхидеи уже цвели, были реанимашками. И сейчас просто я их поливаю с таким удобрением для роста. Но самое-то главное, что эта лампа висит очень-очень низко над орхидеями. Вот на этих 3 полках, которые находятся у меня в комнате без доступа солнечного света, я поменяла, не я, конечно же, муж поменял освещение. Одно красно-синее, второе идет золотое. Ну, они так называются. И 3-я полка – это белое освещение. 3 новых лампы, которые я вам показывала в прошлом видео. Давайте теперь просто произведем замер освещения на этих полках. Сразу скажу, что эта биколорная лампа сине-красного цвета. Она специально предназначена для выращивания маленьких подростков орхидей. Поэтому на этой полке у меня как раз таки стоят вот малыши, которые мы недавно с вами поливали, удобряли, пересаживали. Здесь же стоят реанимашки. Здесь немножко рассчитывается не так, как я вам рассказывала про белый свет. Здесь будет показывать как раз таки приблизительно 2500 люкс. Вот смотрим. Здесь как раз таки достаточное освещение для вот этих малышей. Вот на листиках получается 2600, 2700, 2500 люкс. Для таких биколорных ламп мы вот это значение, которое сейчас показывает мой смартфон, умножаем на 4. И получается, что здесь почти 10 000 люкс. Но это особенности именно этих ламп. Переходим на 2-ю полку, которая называется «Золотое освещение». И вот здесь освещение будет значительно ярче.
Вот здесь примерно 10 тысяч люкс. Это такое освещение, какое именно нужно нашим орхидеям. И переходим на третью полку. Это белое освещение. И на верхней полке приблизительно 9 тысяч люкс. Так что если мы сравним освещение, которое я показывала на старых лампах, и на этих лампах, эти лампы светят в 4 раза ярче. Это будет эксперимент. То есть сейчас я просто для себя тестирую эти лампы, потому что муж их очень долго выбирал. Подобраны специально светодиоды. Мне хочется узнать, под каким светом будет лучше расти орхидеи. Под белым светом, под золотым. Но этот цвет мы не берем в расчет, потому что мне просто хочется знать, будут ли малыши под этим светом себя хорошо чувствовать и быстро расти. Поэтому вот на первом плане, смотрите, у нас 1, 2, 3, 4 и наши старые малышки, которые здесь растут. И самое главное, как себя будут чувствовать под этим сине-красным светом реанимашки. То есть это такая реанимационная полка, экспериментальная. Но остальные просто будем наблюдать за ростом, за цветением, что будут делать орхидеи, как они будут расти. Я вам буду рассказывать там раз в месяц-полтора, и хорошее, и плохое, и нравится мне этот цвет, не нравится мне этот цвет. Я буду все об этом освещении рассказывать. Мне очень понравилось, чисто по восприятию, вот золотой свет и белый, он не давит на глаза, не мешает жизни. Синий свет, да, он не очень приятный, вот именно по ощущениям не очень приятный. Посмотрим. В общем, это эксперимент чистой воды. Но пока мне это освещение нравится. Стоят эти лампы уже приблизительно 2 недели, и я вижу небольшой прогресс на орхидеях. Но об этом я вам расскажу позже. Когда буду показывать следующие орхидеи, я вам обязательно скажу, что эта орхидея стоит под таким светом, это под таким светом. Вот с ней случилось вот это и вот это. Так что, если вам интересно узнать продолжение об освещении и об орхидеях, которые стоят под этим новым освещением, нажимайте на колокольчик, если подписаны на канал, вам придет оповещение о новых видео, вышедших на канале. И просто вам хочу еще показать свою леодорку. Я вам показывала ее в прошлый раз, когда был всего 1 бутончик. Сейчас она уже расцвела всеми 4 бутончиками. Стоит она у меня на балконе, пока под старым освещением белым. И я очень много еще использую обыкновенных белых ламп, обыкновенных светодиодных белых ламп. Вот как видите, и под простыми светодиодными лампами орхидеи зацветают красиво. В этом году вообще какое-то интересное цветение у орхидей. Какие-то цветут более блекло, какие-то цветут более ярко. Посмотрим, что будет с этим новым освещением. Пока все выглядит очень красиво. А там будем наблюдать и будем смотреть. Продолжение обязательно будет. До новых встреч, друзья!